Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие тапочки-следочки. Вот как они смотрятся. На подошве они без шва. Вязать их очень легко, очень просто. Такие тапочки вы сможете связать за час. Точно вы свяжете, потому что их очень легко вязать. Здесь не нужно ничего сшивать. Сзади вот есть шов, но мы его сшиваем не иголкой, а связываем крючком. И вот получаются такие следки тапочки. Расход на них одного мотка вам хватит точно на пару. Вот такой красоты. И декор вот такой цветочек. Я вязала на размер 38-39, но в видео я рассказываю, как можно сделать меньше или больше. Это уже не проблема, так как вы просто вяжете вот эту часть немножко или длиннее на 1-2 ряда, или короче, если вам нужно меньше размер. Также и по пяточке ориентируйтесь, вяжете на 1-2 ряда меньше, если вам нужен меньший размер. Если 38-39, то вяжете так, как я показываю в видео. И получаются вот такие очень красивые тапочки-следочки. Давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для тапочек я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И вязать буду крючком 4 миллиметра тапочки, а цветочек буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми. 2 воздушные петли для подъема, и в это кольцо ввязываем 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь сделали соединительную петлю, замкнули все в круг, сделали 2 воздушные петли для подъема, и теперь там, где провязали воздушные петли для подъема, провязали еще 1 столбик с накидом. И так из каждого столбика с накидом вывязываем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. И во втором ряду получилось 12 прибавок и вышло 24 столбика, так как в первом ряду мы набрали 2 воздушные петли для подъема и 11 столбиков. Если вместе считать, это получается 12. А во втором ряду получилось 24 столбика. И теперь соединяем соединительной петлей. 2 воздушные петли для подъема, и теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику с накидом. Но если вам нужно сделать
полотно пошире, тогда в третьем ряду тоже нужно сделать прибавки или через один столбик, или через 2 столбика, в зависимости от того, насколько шире вам нужно сделать полотно. И вот по 24 столбика провязали с 3 ряда по 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это на размер 38-39. Если вы вяжете на 36-37, то нужно связать короче, где-то минус 1 или 2 ряда. Можно примерять и смотреть. По длине у меня получается 11 сантиметров. Теперь вяжем 9 ряд. 2 воздушные петли для подъема, и теперь столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот далее вязать уже не будем. Здесь осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Вот это получается как 16 столбиков глубина. И здесь оставляем такую дырочку. Далее вяжем поворотными рядами. 2 воздушные петли для подъема. Разворачиваем вязание. Это 10 ряд. И вяжем 16 столбиков с накидом. Довязываем их до вот этого края. Довязали до конца ряда. 2 воздушные петли для подъема, развернули вязание и снова вяжем 16 столбиков с накидом. Довязываем их самостоятельно вот до вот этого края. Вот довязали до края. Всего здесь получилось 3 ряда. И теперь нужно набрать цепочку из воздушных петель вот в таком количестве, сколько мы не довязывали столбиков. Не довязывали мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. И набираем 7 воздушных петель. Не затягиваем, чтобы они были не стянутые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И присоединяем вот как получается. Теперь следующий это 12 ряд, 2 воздушные петли и вяжем столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 и 16. Теперь по цепочке из воздушных петель довязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И соединительная петля там, где воздушные петли. Вот как все получается. Вот это мы связали хлястик. Теперь 2 воздушные петли для подъема и продолжаем вязать подошву. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Снова оставили это расстояние, и мы уже его не довязываем. Далее вяжем поворотными рядами, как вязали вот ранее. Снова 2 воздушные петли для подъема и так вяжем столбики с накидом. И вот провязали нужные длины. Я провязала 7 рядов. Это получилось вот 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 рядов. И теперь будем сзади на пятки это все связывать. Это у нас лицевая сторона. Выворачиваем на изнаночную сторону. Это лицевая, это изнаночная. За первый столбик и с обратной стороны. И сделали соединительную петлю. Теперь вот за внутренние петельки, так покажу вам, на одном столбике и вот внутренние петельки с другой стороны. Вот так сделали соединительную петлю по одной петельке. И вот так до самого низа. Самую последнюю петелечку. Все, берем ножницы, отрезаем эту ниточку. Все, прячем ее вовнутрь изделия. И вот так все смотрится. Сделаем цветочек. Делаем кольцо амигуруми или набираете воздушную петлю и 2 воздушных петли для подъема. Сделали накид на крючок и провязали
полустолбик, 1 воздушная петля и еще полустолбик. Так вяжем 5 полустолбиков. Воздушная петля, полустолбик 2, воздушная петля, полустолбик с накидом 4, воздушная петля, полустолбик с накидом 5, воздушная петля и соединительный столбик. Получилась такая серединка. Теперь вяжем лепестки. Вытягиваем петельку, сделали накид, и вот под первую воздушную петлю делаем 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И провязали первый лепесток. Теперь 3 воздушных петли и под эту же арочку из воздушных петель сделали соединительную петлю. Вытягиваем эту ниточку, вот так, сделали накид на крючок и под следующую воздушную петлю тоже 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все накиды провязали одновременно и закрепили. 3 воздушных петли. Соединительная петля. Снова вытягиваем петелечку и провязываем такие же лепесточки. Вот теперь ниточку отрезаем. Получилось 6 таких лепесточков. Теперь свяжем серединку. Вставляем хвостик. Одна воздушная петля, вторая. Вытянули петельку. И вот в первую воздушную петлю ввязываем накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем их все одновременно, закрепили, отрезаем ниточку и еще раз сделали такую закрепочку. Получилась такая серединка. Вот так прикладываем ее. Вот эти хвостики выводим наизнанку. Так. И связываем их. Получился такой цветочек. И вот привязали декор, такой цветочек, и получились такие красивые тапочки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!